Всем привет! С вами Таня, и вы на канале Саша Таня. Здесь мы делимся нашей жизнью, а также полезной информацией. И в этом видео я поделюсь с вами информацией касательно открытия счета и карты в грузинских банках нерезидентам. Я уже делала одно видео на эту тему, но там информация краткая и местами на данный момент уже не актуальная. Если будет интересно, можете посмотреть, ссылочка будет где-то здесь на него. А в этом видео делиться буду собственным опытом и познаниями. Сразу хочу сказать, что я не сотрудник банка, а обычный человек, которому также понадобилась карта Visa. Как наверняка и вам, раз уж вы смотрите это видео. Потому я собрала информацию и делюсь ею с вами. И перед тем, как начну, попрошу вас поставить лайк этому видео. Тем самым поощрите мои старания и надеюсь, вам они будут полезны. Первый банк, о котором пойдет речь, это Кредо Банк. Здесь мне удалось открыть счет, имея на руках только паспорт. Но если вы смотрите мои видео впервые, то стоит сказать, что у меня паспорт казахстанский. И с ним практически не возникает сложностей. А что же касается владельцев российских паспортов, на данный момент для открытия счета, кроме загранпаспорта, также нужна справка с работы или другое подтверждение дохода и выписка из любого другого банка, где у вас уже есть счет за последние 6 месяцев. Стоимость открытия счета мне обошлась в Кредо банке в 60 лари. Также нужен был грузинский номер телефона и адрес. Процедура открытия счета заняла 15 минут, а вот карту я ждала почти 3 недели. Карту я получила MasterCard, которой можно оплачивать любые услуги в интернете, добавить ее в электронный кошелек, пользоваться ею в любой стране, не только в Грузии. Она прикреплена к мультивалютному счету. Единственным минусом является постоянно неработающая функция SWIFT-переводов. Но на карту можно принимать переводы Золотой Короны, Контакт, Western Union, Unistream и так далее. Следующий банк, о котором пойдет речь, это Базисбанк. Здесь счет открывал себе мой друг. Ему для открытия понадобился только загранпаспорт и грузинский номер телефона. Также он озвучил цель своего открытия счета, род деятельности и домашний адрес в Грузии. Счет ему открыли сразу, а карту MasterCard он ждал 5 дней. Хочется отметить, что в обоих этих банках можно открыть счет только лично, придя самостоятельно в банк со своими документами и сим-картой, на номер которой будет приходить смс от банка для авторизации. По доверенности там открыть счет теоретически можно, но сотрудники банка сказали, что нужно будет подтвердить наличие жилья в Грузии и место работы в Грузии для удаленного открытия. Что касается следующего банка, который является самым популярным среди иностранцев и не только, это Bank of Georgia. В нем можно открыть как лично счет, так и удаленно. Процедура удаленного открытия не совсем простая, но наверняка многим эта информация будет полезна, так как мы себе открыли удачный счет в Bank of Georgia и помогли нашим друзьям с этим делом, которые находятся в другой стране. Здесь можно открыть как стандартный мультивалютный счет, так и стать клиентом их VIP-отделения СОЛО с личным банкиром и другими преимуществами. Для того, чтобы стать клиентом этого банка, необходимо подготовить документы. Это выписка из банка, в котором у вас имеется счет за последние 6 месяцев. Также справку с работы или любое другое подтверждение дохода, например, ИП, ООО или если что-то сдаете в аренду, есть договора об аренде и так далее. Все это нужно на английском или с нотариально заверенным переводом на английский или грузинский языки. Также нужно оплатить комиссию за рассмотрение заявки 50 лари, без нее заявку не рассматривают. Комиссию эту можно оплатить только офлайн, то есть прийти в банк, но если вы хотите открыть счет удаленно, эту комиссию может оплатить другой человек, придя в банк с вашей копией паспорта. После того, как подготовили все, нужно заполнить саму онлайн-заявку на английском языке. При заполнении нужно указать все свои данные, включая фактический адрес прописки, род деятельности, цель открытия счета в Грузии, указать, какие операции собираетесь совершать и так далее. Затем подгрузить туда все документы, перечисленные выше, включая скан или фото квитанции об оплате комиссии. И также, если будете открывать счет удаленно по доверенности, необходимо указать фамилию, имя и номер паспорта доверенного лица, затем поставить подпись, нажать на эту галочку и ждать ответ от банка на e-mail, который укажете при заполнении онлайн-заявки. Ответ от банка приходит в течение 5 рабочих дней. В случае, если вам придет письмо с одобрением, вас пригласят в банк для завершения процедуры открытия счета. Тут, как говорится, у вас есть два пути. Первый – приехать в Грузию, обратиться в любое отделение Bank of Georgia, взять с собой паспорт, грузинскую сим-карту и, собственно, завершить процедуру открытия счета, а также авторизоваться в личном кабинете мобильного банкинга и заказать свою первую карту в этом банке, срок изготовления которой 2 рабочих дня. Она будет желтенькая American Express и работать будет только на территории Грузии, либо в посттерминалах Bank of Georgia.
К сожалению, она не подходит для оплаты чего-либо в интернете, либо расчетах в магазинах. Но после того, как получите эту карту, сможете сделать себе через личный кабинет, либо цифровую Visa или MasterCard, которую можно добавить в Digital Wallet в своем смартфоне, либо совершать покупки или платежи в интернете. Единственное, с нее никак не снять деньги в банкомате. Цифровая карта будет готова моментально, и прикрепить ее можно сразу к вашему мультивалютному счету. А если вам нужна пластиковая именная карта Visa или MasterCard, то ее нужно будет заказать также через личный кабинет, подождать еще 2 дня и все. Такая пластиковая карта нам обошлась в 150 лари. Также через личный кабинет мобильного банкинга можно будет отправить заявку, чтобы открыть депозит, совершать свои переводы, получать на свою карту переводы с золотой короны, контакт, Western Union, Unipay, Unistream и так далее. И путь второй – это если вы не можете приехать в Грузию за вашей картой. В таком случае вы можете сделать нотариально заверенную доверенность на английском языке или с переводом на английский или грузинский язык, чтобы ваш друг или знакомый, который находится в Грузии, обратился в банк с вашей копией паспорта, соответственно, с самой доверенностью на его имя, а также с грузинской сим-картой и своим паспортом и завершил процедуру открытия счета, дал вам сразу доступ к мобильному банкингу, ну и забрал все ваши карты, когда они будут готовы. Образец доверенности можно взять в банке, написав им в поддержку через сайт. Хотя любой грамотный нотариус и так знает, что там писать, просто спросите их. Вот, друзья, такая информация на сегодня. Если еще не поставили лайк, самое время сделать это сейчас. И не забывайте подписываться, дабы не пропускать наши новые и полезные видео. На этом все. До новых встреч!